Привет, друзья! Меня зовут Андрей, и это канал Стройхак. И сегодня у нас 5 полезных самоделок, которые можно сделать буквально за 5 минут. Ну что, погнали наших городских! Все сегодняшние самоделки будут из этой трубки. Она диаметром 8 мм. Это какой-то сплав алюминия, и он довольно твердый. Но подойдет любая стальная трубка, а может быть даже и будет лучше. Для начала я сделаю себе небольшую приспособу для более удобной работы. Вот, кстати, можно найти середину заготовки с помощью угольника или линейки. А можно применить метод деления, который я уже описывал в ролике про рулетку. Это будет гораздо быстрее. Итак, собираем наш держатель для трубок. На нем будет гораздо комфортнее работать. И закрепляем его струбцинами. Фиксируем нашу заготовку. Для первой самоделки нам понадобится сделать прорез в трубке. Тут можно взять кружок потолще. У меня единичка, и поэтому пришлось прорез немного расширять. Длина прореза 10 см. Отмеряем еще 4 и отрезаем болгаркой. Так, следует убрать заусенцы. Вот что у нас получилось. Далее берем ленту от шлифмашинки и отрываем нужную нам длину. Сгибаем ленту и вставляем в нашу трубку так, чтобы получившийся флажок смотрел влево, а наждак при этом был абразивом вверх. Таким образом, лента не будет раскручиваться при работе. И фиксируем края малярной лентой. Готово. Берем шуруповерт или дрель. Дрель, наверное, будет немного удобнее, потому что она пошустрее. И обрабатываем различные углубления, колевки и отверстия. Можно для удобства использовать шайбу. Наша вторая самоделка еще проще, чем первая. Делаем в трубке прорез, но не более 1 см. И отрезаем нужный нам размер. Вот так. Ну, конечно, убираем заусенцы. Далее берем стальную проволоку и вставляем в нашу приспособу. И начинаем крутить. Готово. Далее поработаем круглогубцами, и у нас получается пружина для каких-нибудь самоделок или домашнего хозяйства. А для следующей самоделки вообще ничего не надо прорезать. Просто отрежем нужную длину. Далее чуть ниже одного края сплющиваем трубку и чуть-чуть с боков. И используем эту приспособу для скрутки проводов. Вот как это работает. Снимаем изоляцию, вставляем провода и крепко прижимая начинаем крутить. Или вот, соединяем два провода. Сначала одну жилу, потом вторую. Готово. Переходим к четвертой самоделке. Снова отрезаем трубку, убираем заусенцы, закрепляем и делаем насечки на одном из торцов. Получается такой вот себе ежик. Для чего он нам нужен? Допустим, мы крутим саморезы в дерево. Вот так подзинковываем и вкручиваем. Но бывает так, что у самореза от радости, что его взяли в работу, просто срывают башню. И у него отрывается шляпка. Что делать в этом случае? Тут нам на помощь придет наша самоделка. Прислоняем и начинаем сверлить. Ну вот и все, и достали наш саморез. Теперь дело за малым. Достаем саморез из трубки. Для этого используем плоскогубцы, ну или переставные клещи. В образовавшееся отверстие вставляем деревянный чопик на клей и срезаем лишнее. Вот и все. И последняя на сегодня самоделка. Делается она также чрезвычайно просто. Прорезаем трубку, как в первом изделии, только вот прорез делаем не такой длинный. Вот что у нас получилось. Для чего это нам? Много строительной химии находится в небольших тюбиках. Силиконы, масла, клеи. И вот когда уже кажется, что из старого тюбика ничего невозможно выжать, нам на помощь приходит наша самоделка. Вставляем в нее край тюбика и удивляемся, сколько еще там всего осталось. Еще раз и еще появилось чуть-чуть. Экономика должна быть экономной. Сгодится данная самоделка и для зубной пасты, ежели что. Ну а на сегодня все. Подписывайтесь на канал, кто-то еще не успел сделать. Нажимайте колокольчик. И всем удачи и всем добра.